Киты – теплокровные морские млекопитающие, чьи предки жили на суше. Они четко делятся на две группы – зубатые, к которым относятся и дельфины, и усатые киты. Подобно сухопутным млекопитающим, киты дышат воздухом и вскармливают детенышей молоком. Однако они выработали особую систему поведения, позволяющую им существовать в морской среде. Усатые киты обладают исключительной способностью к адаптации. Средняя длина самого большого из них, голубого кита, 26 метров при весе 150 тонн. Существует веская причина для таких размеров. Температура воды в океане обычно намного ниже температуры их крови, и поэтому, как и другие живущие в воде млекопитающие, киты рискуют погибнуть от переохлаждения. Однако большие тела имеют меньшую площадь поверхности относительно своей массы, и крупные животные отдают меньше тепла воде, чем небольшие. Для решения проблемы жизни в холодной воде киты избрали путь эволюции, ведущий к гигантским размерам, чтобы беречь энергию. Изолирующий слой ворвани позволяет сохранять внутреннюю температуру 36-37 градусов Цельсия. У полярного кита толщина слоя этого особого жира доходит до половины метра. Ворвань не крепится неподвижно к ниже расположенным мышцам, она податлива как подушка. Это позволяет огромному киту легко передвигаться в воде, не создавая при этом чрезмерную турбулентность и дополнительно экономить энергию. Жир также находится в печени и в большом количестве, в костях. Усатые киты едят меньше, чем можно было бы ожидать от таких гигантов. Благодаря своему энергосберегающему телосложению, китам для сохранения тепла нужно относительно небольшое количество пищи, а именно планктона. Эти плавающие растения и животные являются богатейшим источником питания для морских млекопитающих. Однако, ввиду микроскопической величины планктона, его трудно добыть в достаточном для пропитания количестве. В результате эволюции у усатых китов появилось особое образование – китовый ус, позволяющий им питаться исключительно планктоном. Эти ворсинчатые роговые пластины похожи на щетку, но действуют как сито, отфильтровывая планктон из тонн воды, которая выталкивается в процессе питания изо рта кита. Китовый ус образовался не из зубов, а из небных выступов. У различных видов усатых китов строение рта формировалось по-разному, в зависимости от вида планктона, входящего в их рацион. Так большие киты поделили ресурсы океана между собой. Голубые киты и им подобные, имея длинные и тонкие пластины китового уса, могут питаться более мелкими ракообразными в составе планктона, такими как криль. Самые большие пластины требуются гренландским и полярным китам, снимающим поверхностный слой воды в поисках пищи. Голубые киты, финвалы и сейвалы применяют метод большого глотка, заглатывая огромное количество воды с планктоном и атакуя скопления микроорганизмов сбоку или снизу. Некоторые виды китов используют оба приема. Пластины китового уса тяжелые, поэтому голова кита должна быть соответствующих размеров, чтобы нести этот вес. У гренландских китов голова занимает 40% длины тела, а шейные позвонки срослись, чтобы выдерживать такую нагрузку. Все усатые киты мигрируют, но это не бесцельное скитание, а неторопливое, хорошо спланированное во времени путешествие между изобилующими пищей, холодными водами Арктики и Антарктики и местами выведения потомства в тропической зоне. Усатые киты размножаются лишь раз в 2-3 года. Во время родов самке помогают несколько повитух, китов ее стаи, которые поддерживают детеныша, когда он появляется на свет, и выносят его на поверхность, чтобы он мог сделать свой первый глоток воздуха. У новорожденного китенка еще нет толстого слоя ворвани, который защитил бы его от холода, и он пока не умеет правильно дышать и плавать. Китовый молодняк питается материнским молоком и быстро растет. Однако взрослым особям в тропических водах пищи мало, и они вынуждены поститься до прихода лета. К этому времени у молодых китов уже появляется защитный слой ворвани, достаточный для выживания в холодных водах планктонных пастбищ. Серого кита можно часто наблюдать вблизи берега. Летом он мигрирует к местам кормления в Арктике, где благодаря долгим солнечным дням вырастает огромный урожай микроорганизмов. Серые киты питаются на мелководье червями, малыми ракообразными и моллюсками, обитающими на океанском дне. Перепахивая боковыми движениями донные отложения,
Они засасывают большие количества беспозвоночных вместе с илом, песком и галькой. У находящихся под угрозой исчезновения южных китов нет спинного плавника и горловых борозд, но есть затверделости на голове и возле дыхала. Считается, что в мире их осталось не более 2000. Они живут на малых глубинах и мигрируют зимой к теплым экваториальным водам для выведения потомства. Самки кормят детенышей молоком в течение года и еще 2-3 года присматривают за ними во время неторопливых путешествий по океанам. Музыкант и акробат – необычная характеристика для кита длиной 14-17 метров и весом 65 тонн. Однако песни Горбача, очевидно, настолько будоражат историческую память Homo sapiens об океанских тайнах, что их записали и выпустили на диске, чтобы ублажать слух человека. Ученые собрали огромную фонотеку таких песен. Длинные серии стонов, мычания, скрежета, хрюканья и щебетания, которые могут звучать в течение 10-15 минут, а потом повторяться много часов подряд. У каждой популяции горбачей своя особая песня, которая развивается и изменяется с каждым годом. Никто не знает наверняка, чему кити поют. Самые певучие из них – одинокие самцы. Песни могут быть неким средством связи или играть определенную роль в сексуальном демонстрационном поведении. Предполагается, что музыка горбачей, подобно рэпу, является фактически носителем информации. Эта громкая музыка передается по воде на расстояние до 185 километров, позволяя горбачам поддерживать связь на большом удалении. Как и все полосатиковые, голубой кит, несмотря на свои размеры, имеет великолепную обтекаемую форму. Под подбородком находится ряд борозд или горловых складок, которые тянутся до брюха. Когда кит набирает полный рот воды, складки распрямляются, чтобы вместить улов. У голубого кита довольно грубая щетина китового уса, и питается он почти исключительно крилем, креветкоподобными рачками, присутствующими в водах Антарктики в период южного лета. Они настолько наедаются крилем, что им нет нужды питаться во время миграций или посещения мест выведения потомства. Голубые киты живут до 80 лет. Безжалостное истребление в прошлом привело к тому, что сейчас они являются исчезающим видом. Половая зрелость у них наступает только после достижения длины тела 23 метров. Самки приносят потомство лишь раз в 3 года. Если не защитить основной продукт питания голубых китов от загрязнения, вряд ли может быть восстановлена их прежняя численность, независимо от того, будет ли продолжаться их коммерческий промысел.